Ребяточки, всем привет! Я сейчас в Дубае, и сегодня я вам покажу музей, музей будущего. Я вообще там никогда не была, я вам расскажу, покажу, стоит ли туда ехать. И наш трансфер уже подъехал, так что не будем задерживаться. Мы вместе с вами едем в музей будущего. Посмотрите, какой он огромный. Ребят, мы уже подъезжаем. И видео смотрите до конца, потому что в конце я расскажу отзыв на вот этот музей будущего, и вы узнаете всю правду. Я тоже не знаю. Ребят, он находится в самом центре Дубая, и до Дубай-молла совсем недалеко. Если вы едете на метро, то если вы хотите попасть после него в Дубай-молл, как мы это сделали, то надо приехаться одну остановку на метро. Это совсем недалеко. Музей будущего просто огромный, посмотрите на него. Честно, на видео я думала, он будет намного меньше. Здесь мы уже заходим, и, кстати, в очереди нам не надо стоять, потому что билеты мы купили заранее. Когда я зашла, у меня был полный шок, как красиво. Смотрите. Это та самая лестница и тот самый быстрый лифт. Первый минус, то что нас поместили в капсулу, это было, конечно, прикольно, но минус есть в том, что говорили полностью на английском, было непонятно, говорили очень быстро, ну и совсем непонятно, неинтересно вот это было слушать. Дальше нас поместили вот в такой вот лифт, там были под ногами, на потолке и везде были вот такие вот экраны. Вот, мы должны были куда-то поехать, когда закрылся лифт. Если честно, лифт маленький, была куча людей, места было достаточно мало. Вот. И нас начало типа трясти, типа мы куда-то едем. То же самое было все на английском и не очень интересно. Но мне это не очень было интересно. Короче, дальше нас привели в какой-то холл, там была еще какая-то фигня, тоже говорили на английском. Вот, ну, в принципе, прикольно, но не знаю, как-то было не очень интересно. Нет, это макет. Макет станции, на которой мы находимся. So this is known as the Arts Overview, and this is the state-of-the-art monitoring system. It is used to track and record live environmental conditions as they are happening on Earth. Дальше мы посмотрели на планеты, которые крутятся, какие-то тоже штучки, которые... Все было тоже на английском, мы ничего не понимали, что-то там тыкали. Вот, поэтому вот так вот. Там Марик что-то там тыкает, смотрит, ничего не понимает. Тоже Марик что-то тоже тыкает, планету смотрит. Ну, короче, вот так. Я думала, это будет интересно, но вот именно вот этот холл был вообще неинтересный. Максимум, что было интересно, это вот эти вот планеты, на которые можно было посмотреть.
Дальше был, вот это уже интересно, кстати. Нужно было вот туда смотреть в камеру, тебя сканировали, и как бы там высвечивалось твое имя, и типа ты короче, ты вот такой вот человек, скафандр, робот, типа, вот. Ну и вот сюда высвечивалось, можно было там пофоткать себя, типа ты на экране. Вот, ну тоже не прям интересно, но я пофоткала. Потом нас снова поместили в лифт, только уже в другой. Под ногами у нас было типа что-то открывается. Вот, нельзя было туда наступать, но, честно, не очень было интересно, потому что я понимала, что это просто лифт. Тем более туда нельзя было наступать. Вот. А вот смотри, вот там наш отель. Вон Дубай-Марина, видишь? Вон там Дубай-Марина. А здесь уже было намного интересней. Здесь уже мы перешли в самый главный ход, там, где можно было ходить самим. И мы ходили по разным этажам. Здесь мы ждем лифт. Кстати, лифт очень долго едет. Я не знаю почему. Зашли мы в первый вот такой вот холл. Там было очень много всего. Растения, животные вот в таких капсулах. Вот. Я фоткала здесь всех. Было очень красиво, поснимали видосиков. Вот. Ну, пойдемте дальше. Reach out to you with BioSim devices. These devices will help you to enhance your experience, scan, explore to learn more information. И, кстати, сюда мы зашли. Смотрите, здесь тоже какая-то комната. Но здесь обычный дым. Здесь начали мы дуть. Здесь была такая пиками-комнатка. Здесь она была вся розовая. Это было прикольно. Вот. И, кстати, ради чего мы сюда приехали. Это ради робота-собаки и ради шара, который летает, типа птица-шар. Вот. А здесь я подкладываю ручки, и здесь типа массаж происходит. И это правда массаж. Вот. Ну, было прикольно. Вот, дальше мы заходим в еще один холл. Вот, еще один. Здесь типа такие экраны. Вот, но мы их быстро пробежали, потому что, да, мне было не очень интересно. Так, ну и что? Пришли мы на самый классный этаж, которого я ждала. Это вот эта собака, робот и так далее. Вот эти вот рыбы, которые должны летать. И у меня произошло большое разочарование. Они не летали. Здесь самое было интересное, это вот этот робот, который мог разговаривать на русском. Представляете? На русском. Здесь я поспрашивала, сколько ему лет, как его зовут. Вот. Ну а робот, вы можете заметить, вот здесь вот он висит, он не летает. Это просто большое разочарование. Я очень ждала, чтобы он летал, как вот эти вот видосики из Пинтереста. Очень ждала. Вот. Make our interaction more engaging and relatable. Скажи, робот, привет. А у него надо задавать вопросы или что? Привет. Как твои дела? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Рад это слышать. Как тебя зовут? Меня зовут Олега. Рад снова слышать тебя. А меня зовут Влад. Скажи, можешь поднять правую руку? Можешь танцевать. Очень приятно, Милана. Если есть... А
ты можешь поднять правую руку. А, танцевать. Вот немного танца для тебя. Я не могу поднять руки, но если у тебя есть другие вопросы, я с удовольствием помогу. Сколько будет 2 умножить на 2? 2 умножить на 2 будет 4. Ну и вот здесь ничего не летает, ничего не прыгает, не летает. Я очень разочаровалась, было скучно на этом этаже. Вот, так что вот так. Вот, кстати, это собака, которая просто сидит, жопу свою посадила и все, и не летает. Капец какой-то. И сейчас мы идем вроде на балкон. Там очень красиво, но жарко. Итак, мы заходим на балкон. Посмотрите, какой он красивый. Это тот самый балкон. Вот, мне он очень понравился. Это самый красивый вид из Дубая. Вот, мы там пофоткались. Вот, людей, конечно, было много. Было очень сложно выбрать локацию там, где нет людей. Но вот так вот весь пофоткали мы. Было очень жарко. Вот. Ну, вот так вот, в принципе, вы все сами видите. Кстати, 6 и 7 этажи, они платные. Хотели туда подняться, но они были платные. Спустились мы на какой-то там этаж. Вот, здесь была типа детская комната. Детская комната, как вы видите, очень крутая. Вот, кстати, там можно было купить что-то. Мы там купили вкусняшки. Они, кстати, были не прям дорогие. По 5 дирхам, но это вообще недорого. Вот, поэтому мы там купили вкусняшки. Что здесь я могу сказать? Меня туда не пустили, потому что здесь до 10 лет. Я сказала, что мне 12, но и меня не пустили. Капец. Марик там побегал, сказал, что говно. Ему не понравилось. Ну и на выходе там можно было купить за свои деньги духи. Здесь я уже разочарованная стою. Хочу кушать. Ну и единственное, что мне поднимало настроение, что мы едем в Дубай Молл. Ну что, подписывайтесь на меня, пишите в комментариях, кто здесь был. А теперь вы знаете полный отзыв на это.